Водолеи, привет! Я сделаю для вас общий расклад на июль месяц. Мы посмотрим основные тенденции во всех сферах вашей жизни и две основных энергии – позитивную и негативную энергию этого месяца, узнав о которых вы сможете использовать их во благо себе. Я напоминаю, что диагностику энергетики и различных других важных моментов мы с вами получаем в ежедневных прогнозах. Ежедневные прогнозы на 3 декады находятся на моем канале, вы найдете их. Здесь общий срез, общий расклад на весь месяц. Всегда имеет смысл смотреть общий расклад, а потом ежедневные. Не забывайте посмотреть, пожалуйста, прогнозы на свой знак асцендента. Как его определить, я тоже рассказала в видео. Вы найдете его на моем канале. В шапке канала оно находится. Ну что еще? Обратиться лично ко мне вы тоже сможете всегда в мой телеграм. Все есть в описании моего канала. Мы начинаем. Первая декада, вторая декада и третья декада. Уже какая-то эмоциональность, да, высокая у вас выходит в этом месяце. Давайте посмотрим, с чем связано. Основные события первой декады, основные события второй декады и основные события третьей декады. Личная жизнь в июле. Работа и финансы. И здоровье. Это основные наши сферы любимые. И вот самое интересное, самое нужное нам в этом раскладе — основная позитивная энергия месяца, основная негативная энергия месяца и совет, который вам дают карты. Первая декада. Первые 10 дней июля у вас прошли. Это поездки могут быть, вообще в целом движение или направленность развития какого-то в своей жизни. Смотрите, поездка на отдых, может быть, у вас состоялась, да, и, возможно, такая, она, знаете, восстанавливать, восполнять будет потраченную ранее энергию. Может быть, еще... Знаете, затрат может быть больше, чем ожидалось, да, здесь, потому что идет, или наоборот, бывает такое, что вы отдыхаете, в процессе вы тоже можете работать на онлайн, например, не можете расстаться с любимой работой, но приход, естественно, меньше, то есть вы хотели бы больше, но смотрите, здесь у вас заслуженный отдых, первые 10 дней отдохните все-таки от работы, не думайте о том, что вы где-то что-то теряете в этот момент, нет, когда вы отдыхаете, вы, восполнив ресурс, вы только больше потом можете заработать в итоге. Середина месяца с 10 до 20 июля, смотрите, вынужденное какое-то состояние, да, вы находитесь в состоянии, когда вынуждены что-то делать, должны что-то делать, и еще здесь состояние привязки, привязанности к чему-то. По событиям, какое-то убегание, как будто бы уход куда-то, попытка выйти за границы. Но посмотрите, это неверная карта, да? Убегание от своих обязанностей, убегание от каких-то привязок своих, попытка, по крайней мере, это сделать. Мир — это освобождение. У вас не получается освободиться, вы вернетесь обратно к решению какой-то проблемы, от которой пытаетесь отстраниться, потому что выбрали неверный путь. Смотрите, выбраться из состояния повешенного, из состояния, когда мы кому-то обязаны, мы должны что-то сделать, можно только одним способом — отпустив, пожертвовав, да, эта карта у нас такое пожертвование идет, то есть пожертвовав чем-то, отпустив что-то, что больше в нашу жизнь не вернется, мы открываемся в новую жизнь, поэтому это подсказка для вас. Хотите освободиться от чего-то, вам необходимо что-то отпустить, даже избавиться, возможно, от чего-то. Тенденция с 20 числа до конца июля у нас такая, знаете, во-первых, здесь недостаток, не позитивная, эмоциональная энергия, эмоции недостаточно. Вот вы стараетесь их восполнить, вам другим чем-то надо заниматься. Вы как будто бы ищете, видите, у вас проблемы в кубках. Это эмоции, это любовь, это чувства. Вы ищете их, но натыкаетесь на какие-то разочарования. Ваш ресурс восполняется как-то по-другому. Вы неверно выбрали
способ, как восполнить себя, как получить то, чего вы хотите. Какой-то крах постоянно вы пробуете, вам кажется, что это правильно, потому что вам это приносит удовольствие. Но посмотрите, это иллюзия, да, делаете как-то неправильно, а нужно восстановиться. У вас, видите, здесь карты говорят, что вы как будто бы не отдыхаете, и вы в итоге так и не отдохнули. Нужно отдохнуть, потому что ресурс такой, он практически на нуле, минимальный. Нужно понять, что вас на самом деле восстановит, и сделать это. Личная жизнь, справедливость. Так, эта карта у нас брака в какой-то степени, заключение брачных договоров. И шут. Возможно, знакомства по шуту новые, но смотрите, какие-то обязательства вас держат, да, в личной жизни, обязательства, договоры вас не отпускают, вам не дают вот этой вот свободы, когда вы, знаете, в отношениях классно, когда вот есть отношения, когда мы вот так свободны. У вас отношения вашу свободу отягощают какими-то обязанностями, какими-то условиями, договорами. Да, здесь нужно разбираться все-таки. Вот почему, может быть, хочется сбежать. Может быть, хочется сбежать из привязок, из отношений, освободиться, да, но не отпускают по каким-то причинам и довольно серьезным. Работа и финансы. Отшельник. Отшельник — это у нас поиск работы, поиск вакансий, наверное, но при этом, посмотрите, вы или недовольны открывающимися вам вакансиями, либо ищете, да, поиск. И еще что здесь может быть по отшельнику? Это уход в себя, спрятаться. Может быть, наработались. Да, опять же, отдых, да, вы нуждаетесь в отдыхе. Нужно немного уйти в себя. Отшельник — это такая внутри переваривание. То, что вы получили ранее, вы должны в себе как бы уложить и на основе этого уже искать вакансию. Вы как будто бы сейчас предпочитаете спрятаться от мира, спрятаться от работы, от обязанностей. Вы устали. Видите, какой он побитый? Он устал, этот человек. И пока нужно уйти, скажем так, в свою пещеру, отдохнуть. Работа такой себе. Может быть, отдыхать будете в этом месяце, может быть, уволитесь, уйдете с работы. И тогда в этом случае отдохните какое-то время, восстановитесь, восполните свой ресурс, потому что когда вы на таком ресурсе истощенном, вы не найдете хорошую вакансию, будут какие-то вот вечные разочарования. Как понять, что, может быть, что-то вас обесточивает, может быть, что-то забирает вашу энергию, не дает вам восполниться, какие-то обязанности, да, может быть, или обещания, или договоры с кем-то. Вот здесь нужно понимать, как действовать с этими обязанностями. Не финансы, конечно, это здоровье. Королева Пентаклей, достаточно хорошая карта. Смотрите, ментальное и физическое здоровье в норме. Но знаете что? И та, и другая королева говорят о таком нагнетении, когда вы сами себя давите. И здесь и на физическом плане, то есть это психосоматика, когда страдает физическое тело, и умственный план, когда есть загоны, паранойя, нервы какие-то, стрессы лишние. И вы и тут вы сами на себя надавили. Сами себе здоровье нарушаете. Нужно ослабить хватку и отдохнуть. У вас весь месяц про то, чтобы выдохните, отдохните, восстановите ресурс. Основная позитивная энергия, видите, что? Встреча с друзьями, отмечание каких-то праздников, веселье, разгул. Здесь вот легкое времяпрепровождение. Отдыхайте в этом месяце. Негативная энергия. Видите, какая переработка? Видите, как вы перегружены? Все на себя взвалили. Негативная энергия подорвать здоровье можете. Будьте аккуратны. Как, вот видите, позитивная энергия, да, расслабиться. Совет вам. Вот он и отшельник, и иерофант. Говорят о том, что учитесь чему-то в этом месяце. Может быть, вам нужно прислушаться к чьим-то советам. Это как учитель-наставник у нас иерофант. В любом случае, совет вам: соблюдайте спокойствие, учитесь, внемлите какой-то информации, очень полезной для вас, которая вам поможет. И слушайте старших, слушайте наставников. Они помогут, правда. Этот месяц у вас для расслабления, для того, чтобы вот эта карта отдыха, вот эта карта уехать на отдых. Вот о чем этот месяц у вас. Вот поэтому постоянно хочется как-то сбежать. Сбежите, себя вы все равно с собой унесете, и вот это будет внутри вас. Не сбежите от себя никуда. Поэтому лучше восполните ресурс. Вам необходимо понять, что вас наполняет, что ваш ресурс. Тогда вы выйдете из этого защитного
этого состояния и откроетесь миру, да, но надо понять, как вас из этого ресурса, из этих условий, от которых вы зависите, освободить. Итак, я благодарю вас за участие в раскладе, такой он прекрасный получился. Пожалуйста, не перенапрягайтесь, живите любя, живите, наполняясь энергией, и все в вашу жизнь придет, все, что вам необходимо, все, что нужно. Я всегда на связи с вами в Telegram, так что пишите с личными вопросами, для личных консультаций, всегда вам помогу. Благодарю вас, пока-пока, увидимся.